Серкан говорит, что вернулся за кое-какими документами. Эда прячется от него, но ей это плохо удается. Слуга Айдан, Сейфи, приходит в дом Эды. А Серкан просит Эду объяснить, как документы попали в чужие руки. Эда говорит, что невиновна, и Серкан просит найти доказательства невиновности. Перил не нравится, что люди путают работу и личную жизнь. Энгин говорит ей, что она не умеет любить. Ферит переживает, что Каан до сих пор не берет трубку, и рассказывает об этом Селин. Журналист согласилась назвать Джерен источник информации, но вдруг пришла Селин и все испортила. Селин попросила журналистку дать ей свой номер, а сама подсунула СМС, в котором предлагает много денег за молчание. Джерен назначает журналистке встречу в суде. Айфир рассказывает Сейфи, что готовится к ужину, но Эда планирует сегодня остаться у Джерен. Появляется Эрдем. Он говорит, что уже долго стоял на улице для того, чтобы увидеть Фифи. Эда видит, как Серкан снова срывается на рабочих. Эрдем рассказывает, что остался без дома, так как хозяин выселил его. И Айфир предлагает остаться в одной из комнат своего большого дома. Радостная Селин пришла в холдинг и сообщила Серкану, что журналистка нашла договор в мусорном баке. Айдан заскучала дома одна, без Сейфи, который впервые за много лет взял выходной. Она позвонила Альптекину и рассказала, что Сейфи обиделся на нее из-за Эды. Альптекин отменил встречи и поехал домой. К Эде подходит Селин и говорит поскорее заканчивать с подписями и уходить из компании, так как у них из-за нее очень большие проблемы. Далее Селин идет в кабинет к Серкану и, обнимая его, говорит, что он всегда может ей позвонить, потому что она всегда рядом. Эда идет домой. Серкан догоняет ее и требует закончить работу, а потом уходить. Эда говорит ему не переживать, и она сделает отчет и отдаст Эдил. Далее Серкан напоминает ей о контракте, и Эда отвечает, что об этом нужно было думать вчера. «Я останусь, но все кончено», — сказала Эда. Альптекин удивил Айдан ранним приходом домой. Айдан показала повязку и рассказала все о борьбе с фобией. Также Айдан поговорила с Альптекином о Серкане, как он поступил с Эдой, которая, скорее всего, не виновата, а также как Серкан в гневе относится к другим людям. Альптекин стал винить себя в таком поведении сына, но Айдан говорит, что мы делали то, что считали правильным. Фифи рассказывает Эде, что на камерах патентного бюро все чисто, а вот в мастерской удалось узнать, что фотографию показал молодой человек, брюнет с бородой. Эда в холдинге ставит последние подписи для патента. А к Эрдему пришла Фифи и позвала выпить чаю. Ферит злится на Селин за то, что она целый день пробыла с Серканом. Селин просит доверять ей и говорит, что дело только в бизнесе. Ферит говорит Селин, что сегодня не придет домой ночевать, а останется в одном из отелей. Выйдя из холдинга, Серкан позвонил Селин.
Он спрашивает у нее, готовы ли документы по одному из проектов. Селин отвечает, что задержится в офисе и доделает все. Но Серкан просит брать документы и ехать к нему домой, так как вместе закончить быстрее. Но Селин говорит, что ей лучше остаться в офисе. Джерен рассказывает Эде, что журналистка полностью изменилась сразу после прихода Селин. Эда начинает думать, что в этом замешана Селин. Джерен говорит, что не сможет этого доказать. Эде захотелось отнести Серкану сделанный отчет по ландшафту. Джерен говорит ей, что она просто хочет его увидеть. Эда раздумала идти. Мэла приводит в дом Каана. Аферит решает проследить за Селин. Эрдем, увидев Каана, начинает говорить от лица Серкана Балата, что он здесь делает. Но Айфер говорит, что разногласия с Серканом и отношения с Мэл – это разные вещи. Джерен призывает Эду не делать импульсивных шагов и идет спать. Ферит увидел, что Селин приехала к Серкану. Он звонит ей, говорит, что дома. Но Селин начинает врать ему о том, что она сейчас с Перил. Ужин у Айфер проходит комично.